Привет! Мы сегодня задаем вопросы моему учителю Мелиссе, человеку, который прошел трехлетний ретрит. И уже было прошлое видео, где мы задавали ей вопрос по поводу отношений, и сейчас еще один вопрос также по поводу отношений. Hi, Мелисса. Вопрос такой: что делать, если мне что-то не нравится в моем муже, молодом человеке или, наоборот, девушке? Что-то очень сильно не нравится. Что мне делать? Расставаться мне с ним или с ней, или оставаться в отношениях и пытаться что-то менять? So, with the diamond cutter worldview, С мировоззрением сутры алмазного огранчика we understand that the world is not something that comes at us. мы понимаем, что мир — это не то, что происходит как бы на нас. We understand that we see things in our world because of things that we've done in the past. Мы понимаем, что мы видим наш мир таким образом, потому что мы что-то делали в прошлом. I've done an action in the past, the seed ripens in my mind, and I see something in my world. Я сделала какое-то действие в прошлом, семя открылось в моем сознании, и я вижу что-то в мире. So if I see something in my world that I don't like, it's wonderful because I have the power to change that. И если я вижу в моем мире что-то, что мне не нравится, то это прекрасно, потому что у меня также есть сила это изменить. So I simply have to identify what I see in my partner that I don't like. Мне нужно как бы идентифицировать, что мне не нравится в моем партнере. So identify very clearly exactly what I don't like. Точно определить, что мне не нравится. And then think, what do I want to see? И потом подумать о том, что я хочу в нем увидеть. And then plant the seeds now for what I want to see in the future. И посадить семена сейчас того, что я хочу увидеть в будущем. So, for example, например, мне не нравится, что или какой-то девушке не нравится, что ее молодой человек или девушка злится. So, for example, I don't like that my partner gets angry or irritated. So, what would I prefer to see in my partner? То есть нужно подумать, что бы я хотела видеть в своем партнере. So I would like to see him or her being patient. То есть я хочу увидеть, что этот человек терпеливый, or maybe like being, happy and loving. В общем, я хочу увидеть его, что он или она терпеливый, веселый, радостный. So then there are two things that I will do. Тогда есть две вещи, которые мне нужно сделать. I will watch my mind very, very closely throughout my day. Я буду следить за своим сознанием очень пристально в течение дня. And I will notice any time that there's a little bit of irritation or impatience within my own mind. И каждый раз, когда в моем сознании возникает какое-то раздражение или гнев, я буду это замечать. And I will catch that impatience or irritation. И я буду ловить это раздражение или нетерпение. Recognize that single tiny moment of irritation plants the seed in my mind now to see irritation and anger in my world in the future. Понимая, что вот этот крошечный момент раздражения сейчас сажает семена того, что я увижу раздражение в будущем в моем партнере. And because I don't want to see that in my world, especially not in my partner, и поскольку я не хочу видеть это в моем мире, особенно в моем партнере, then I will do something to cut that moment of irritation in my mind. То поэтому я сделаю что-то, чтобы остановить этот момент раздражения в моем сознании. And then the second thing that I'll do, и вторая вещь, которую я сделаю, to watch my mind throughout the day for the opportunity to practice patience or more loving.
Также я буду следить за своим сознанием и искать любую возможность, чтобы быть более терпеливой или любящей. So, in this way, I first am preventing myself from planting more seeds to see more anger in my world. То есть первый шаг, то, что я делаю, я как бы останавливаю себя от того, чтобы не видеть нетерпения или гнева в своей жизни. And then, secondly, I'm planting the seeds to see what I want to see. И in my вторым world. шагом я сажаю семена того, что я хочу увидеть в своем мире. And what is patience? Что такое терпение? So, patience is not getting angry in a situation where you would normally get angry. Терпение — это когда ты не начинаешь злиться или гневаться в ситуациях, в которых ты бы обычно злился. So, simply by catching moments of irritation in your mind, То есть только благодаря тому, что вы будете ловить моменты раздражения в своем сознании and understanding that that irritation is going to cause something that I don't want, понимая, что это раздражение будет являться причиной того, что я не хочу видеть, and using any trick that you have to stop that anger and irritation from arising, и используя любые уловки, которые вы можете, чтобы остановить себя от того, чтобы злиться, is the seed of patience. это и будет семенем терпения. So, anything in addition to that, practicing more love for others is icing on the cake. И в дополнение можно практиковать what did you say? Icing on the cake? No, before that. In addition, practicing what? Oh, more loving. Yeah. Okay. So в дополнение можно практиковать быть более любящей и терпеливой, и это будет как вишенка на торте. And then, if you want that seed for patience and more loving to ripen like right now and not in 30 years or 80 years, И если вы хотите, чтобы эти семена, которые вы посадите, выросли не через 30 или 80 лет, а сейчас, then I have to water то мне that нужно seed. полить это семя. And simply watering the seed is just thinking about that action over and over, being happy, being excited. И как поливать семена? Это когда вы радуетесь и счастливы за то, что вы сделали, когда вы думаете об этом действии. So, something as simple as before you go to sleep at night, То есть, когда вы идете спать, перед тем, как вы засыпаете, and your head is on your pillow and your eyes are closed, и ваша голова на подушке, и глаза закрыты, and the mind automatically, just by itself, begins reviewing the day. ваш ум просто автоматически начинает как бы пересматривать, что произошло днем, Or thinks about the future. или думать о будущем. And generally, we think about the negative things that happened or the negative things that are coming. И обычно чаще мы думаем о каких-то плохих вещах, которые случились или могут случиться. So, if instead we can specifically think about all of the times that we practiced patience throughout the day, И если вместо этого мы сможем думать именно о тех моментах, когда мы практиковали терпение в течение дня, then not only are we watering those seeds that we planted today, то мы не только поливаем семена, которые мы посадили сегодня, but when we fall asleep, the mind will automatically start thinking about what we thought about right before we fell asleep. наше сознание, когда мы заснем, будет автоматически думать о том, о чем мы думали перед тем, как мы заснули. So it's like we leave the faucet on overnight. И тогда получится, что вы как будто включили переключатель в кране, и вода течет постоянно, и семена постоянно засаживаются. And that's all. И это все.